привет! В этом видео хочу рассказать о цилиндровых механизмах. Узнали? Их еще называют сердцевиной или личинкой. А теперь давайте поговорим о том, чем они отличаются друг от друга и как выбрать и установить именно то, что нужно вам. Во-первых, они могут отличаться материалом, из которого их сделали. То есть корпус личинки в дешевых моделях будет алюминиевым или из ЦАМа, а в дорогих – стальным или латунным, за счет чего их можно отличить друг от друга даже по весу. При равных размерах разница в весе должна быть ощутимой, и дешевые варианты намного легче высверлить или выбить. К тому же в дешевых цилиндрах, скорее всего, и ключей будет меньше, и выгода от такой покупки сойдет на нет, если понадобится сделать дополнительный ключ. Поэтому покупать максимально дешевый цилиндр имеет смысл только в редких случаях. Во-вторых, цилиндры отличаются секретностью, то есть чем выше число комбинаций, тем сложнее подобрать отмычку. А это число напрямую зависит от количества пинов в цилиндре. В большинстве случаев личинки с перф-ключом намного лучше тех, что с английским. Для среднего уровня защиты в цилиндре должно быть около 50 тысяч комбинаций, для высокого – от 100 тысяч и до миллионов. В-третьих, в хороших цилиндрах будет стоять защита от высверливания или выбивания. Это может быть вот такой стальной штифт, а то и два, и тогда они будут стоять со смещением от центра и уводить сверло в сторону. Или вот тут может стоять стальная пластина, которая защищает уязвимое место цилиндра от перелома при выбивании. Далее можно сказать про цвет. Доберите любой, какой вам нравится. А теперь снова о важном. Цилиндры могут быть типа ключ-ключ, это когда с обеих сторон замок запирается и отпирается только ключом, и типа ключ-вертушка, это когда с внутренней стороны замок запирается и отпирается вертушкой. Это очень удобно, так как не надо каждый раз вставлять ключ, да и износ механизма со стороны вертушки будет меньше. Стоит заметить, что если взять тип ключ-ключ, то если с одной из сторон кто-то оставит в замке ключ, то в большинстве случаев такой цилиндр уже нельзя будет открыть ключом с другой стороны, что может создать проблему, как попасть к себе домой. И такой очень важный момент. Цилиндры различаются по размерам. Чтобы понять, какой нужен вам, померьте старый цилиндр от каждого края до центра язычка. Или от каждого края и до каждого края язычка плюс сам язычок. Производители используют именно эти два способа измерений, и не путайте их. Но в целом, от переменными слагаемых сами знаете что. И если у вас цилиндр неравносторонний и к тому же нужен с вертушкой, обратите внимание на то, с какой именно стороны должна быть вертушка, с короткой или длинной. Но что делать, если у вас не осталось образца, который можно было бы измерить? Померьте торцевую часть двери, добавьте к этому толщину накладок или планок ручек и посмотрите на то, как располагается замок, в центре торца двери или смещен. Особенно если вы собираетесь брать личинку с вертушкой. А что если такого размера нет в наличии в магазине, а нужно срочно заменить ключи или неисправный механизм? То можно взять размером поменьше. Так, чтобы личинка утапливалась в дверь не более чем на 5 мм с любой из сторон. И это обязательно должен быть вариант с перфоключом, так как у него есть вот такое удлинение перед рукояткой, как раз на такие случаи. А если на двери нет броненакладки, то можно взять и размером побольше. И еще, не все знают, но цилиндры различаются не только длиной, но и диаметром. Это потому, что существуют цилиндры для европейского рынка и для азиатского, и последние примерно на миллиметр потоньше, поэтому их нельзя заменить европейскими, они просто не встанут на то место. Стоит заметить, что бывают и другие типы цилиндров, к примеру, такие, и их можно заменить лишь такими же. А теперь расскажу, как снять старую личинку и поставить новую. Для этого понадобится только отвертка PH2, так как цилиндр фиксируется в замке обычным винтом М5 с потайной головкой. Выкручивается этот винт, слегка поворачивается ключ или вертушка, чтобы язычок стал вровень с корпусом цилиндра, и просто выталкивается из замка. Установка точно такая же, только в обратном порядке. А на десерт еще пара фактов. У некоторых цилиндровых механизмов вертушка съемная. В этом случае она закреплена маленьким шестигранным винтиком. В иных случаях она фиксируется штифтом, клепкой или вообще даже не видно чем. Тогда она несъемная. И факт номер 2. Все эти классы защиты, 1, 2, 3, 4, на самом деле особо ничего не значат, потому что каждый производитель выбирает маркировку для своего цилиндра самостоятельно, относительно своих же других цилиндров.
А если сравнивать цилиндры разных марок, то, например, второй класс защиты у одной марки и третий класс защиты у другой марки по факту могут оказаться одним и тем же. Благодарю всех за просмотр. Заходите почаще.